Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Хит-парад ВАГа продолжается. Сегодня 6-й Гольф. В прошлый раз был Passat CC. Мы идем по нарастающей. У нас был первый Гольф, в достаточно хорошем состоянии, 83-го года. Машина едет до сих пор. Второй Гольф был рестайловый, уже со сплошным стеклом на передних дверях. Ну, кто понимает, о чем речь идет, тот понимает. Кто нет, это рестовый Гольф. Тоже в неплохом состоянии. Третий Гольф был, четвертый Гольф. В классном состоянии, полноприводный топовый Гольф, советую посмотреть. А сегодня у нас 6-й, через 5-й мы перепрыгнули. Преимущество этой машины — это ее состояние и родной пробег. Поэтому досмотрите это видео до конца, мы об этом поговорим. Подробнее на этом всем остановимся. Ну и в принципе, хорошая атмосфера, лес, красивая наша природа. Классный Гольф и смотрится так благородно. Мне нравится очень этот цвет, темно-синий. Вот такой цвет мне на Гольфах, ну, прям очень сильно заходит. Они лучше смотрятся, чем в черном, в сером цвете. Пишите свое мнение в комментах. Интересно, что вы об этом думаете. 6-й Гольф, по сути дела, это рестайлинг 5-го Гольфа. Да не по сути так оно и есть, как 6-й, 7-й Passat тот же. То же самое и здесь. 6-й Гольф, на мой взгляд, покрасивее смотрится. Да, 6-й Passat мне нравится внешне больше, чем 7-й. Хотя 7-й у нас тоже был. С хромом в седане смотрится лучше, чем 6-й в седане, вот, к примеру. Но у 6-го мне нравятся в универсале эти, да, вот фонари в виде колец, поворотники, стопаки и так далее. У 5-го Гольфа не так красиво это все смотрится. И внешне передняя часть мне тоже не особо заходит. А 6-й мне нравится больше. Плюс у 6-го более топовые моторы, более новые и крутые. Это та же самая платформа PQ35, что у 5-го Гольфа. Как я уже сказал, по сути, это рестайлинг 5-го Гольфа. Поэтому ходовая та же. Спереди Макферсон, сзади многорычажная подвеска. И именно у Гольфов есть преимущество перед конкурентами в C-классе, потому что на переднем приводе здесь также многорычажка. Здесь были полный привод 4Motion, да, через Move to Haldex. Это уже на заряженных Гольфах. Ну, львиная доля, более 90% машин, это, конечно же, переднеприводные автомобили, обычные повседневные. Но, тем не менее, здесь не балка сзади, а многорычажная, поэтому машина мягкая, и дополнительная мягкость и комфорт этой машины — это 15-й катки, 195 на 65R15, которые здесь стоят. И вот по таким загородным дорогам, проселочным, машина мягкая, аккуратно, вообще комфортно на ней ехать. Да, 17-е диски, 18-е особенно будут смотреться более топово, круто и богато. Но, опять же, рассчитываться приходится ступичным подшипником, в целом ходовой, ее более быстрым износом и вашей спиной. Поэтому, конечно, не так круто смотрится на 15-х, как на летних баллонах 17-х. У владельца Литьё 17 не успел поставить, у нас резко потеплело. Но, тем не менее, здесь, конечно же, гораздо мягче. На канале у нас были одноклассники этой машины по этой же платформе опять. Это Шкода Октавия 5, рестайлинговая. Тоже в достаточно хорошем состоянии и также с малым пробегом, относительно малым. 6-я Jetta, там был таксовый автомобиль с пробегом за 500 тысяч километров, и там есть о чем поговорить. Очень интересное видео получилось. И с точки зрения кузовов, он мне больше нравится, чем 5-й, как я уже сказал, и он более коррозионно устойчив. Он все равно не гниет, так как 5-й. Здесь нет таких глобальных проблем. И он гораздо посимпатичнее и покрасивее. По кузовам были вот хэтчбэк, как у нас, и универсалы. Ну и универсалы попрактичнее, а в седане были, как обычно, джеты. Но пишите в комментах, что вам больше нравится. Универсал попрактичнее, но в хэтчбеке это больше Гольф. Это реально Гольф. А в универсале это уже что-то, шаг от Passat, на мой взгляд. По двигателям. Первое. По бензинам были 1.2 TSI, ни в коем случае не брать. Их признали неуместными, плохими, потому что начинался быстрый масложор, турбины быстро ложились, потому что нужно тянуть достаточную массу этому двигателю, и
Расход у него практически как у 1.4 TSI, а проблемы вылезали быстрее. Ну, короче, непосильная ему задача выпала, поэтому от него быстро избавились, поэтому его нужно обходить. Да, на форумах кто-то начнет, да я 1.2, все, езжу на Шкоде Ети какой-нибудь, тоже там они устанавливались, и все нормально, там единичные случаи будут, но в целом все равно. Сам завод признал их некомпетентными и снял их с производства. Дальше 1.4 атмосфера, 1.4 TSI EA111 серия. Саха самый надежный 1.4 111 серии, самый надежный. У нас был Passat 7 с таким двигателем, это самый надежный 1.4 TSI, который бояться не надо. Он на чугунном блоке, у него цепной привод ГРМ, этого бояться не надо. Это самый надежный двигатель TSI. Поэтому не надо гнать на ВАК, надо разбираться, что к чему. 1.6 атмосфера было также такой двигатель, устанавливался на Golf, на Seat Leon. Второй Seat Leon у нас был с таким же 1.6 атмосферным двигателем. Тоже можно брать, если вам 1.6 привлекает. Ну, в принципе, отличный, хороший двигатель для него. 1.8 TSI, EA3 восьмерки, Gen 2 модификация. В принципе, такие двигатели у нас были на Шкоде Супербе 2 и на Шкоде Ети. И там был CDAP 1.8, 152 лошадиные силы на DSG у обоих. Но на Шкоде Супербе был на 7-ступенчатой сухой DQ200, а на Ети DQ250, потому что она была полноприводная, ну, Smooth и Haldex. Соответственно, на Супербе, кстати, была минно-поршневая, минные кольца. И сделан ремонт DSG, владелец сам это все делал, рукастый парень, тезка, кстати, он все это сам сделал. И там в цифрах все указано, но обзор снимался несколько лет назад, поэтому на сегодняшний момент цены нужно увеличивать примерно на 30-40%, может даже на 50%, а то и больше. На Шкоде Ети родная поршневая, там 250-260 тысяч пробега родного, масложор не особо прогрессирует, ну, где-то 1,5 литра на 7-8 тысяч километров пробега. Владелец подбирал масло по вязкости, потому что идут 0 на 20, 0 на 30, 0 на 40, 5 на 30, 5 на 40. И он игрался с маркой и вязкостью. И дошел до того, что от 1,5 литра на 8 тысяч расходует. Ну и в принципе он с этим готов мириться, все нормально. Раскосовку использовал, она ему помогла, как ни странно. Поэтому есть два варианта развития событий. Но в большинстве случаев все эти двигатели уже капиталились. Если брать 60-70% машин, уже везде в объявлении о продаже уже чеки, фотографии, что поршни другие, Gen 3 уже стоят, поэтому не так страшно их покупать. Да и уже давно много чего известно с этими двигателями. И топовые варианты — это 2.0 TSI. Вообще, в принципе, это все TFSI, потому что и у Seat, Шкоды, вот Volkswagen, Audi, это одни и те же двигатели стоят. T-турбо, FSI, непосредственный впрыск. У них у всех непосредственный впрыск на турбах, поэтому они все TFSI. TSI – это маркетинговый ход. Поэтому не надо поправлять мне в комментариях, я постоянно об этом говорю в своих видео. На Passat CC стоял такой же двигатель, 2.0 TSI, 211 лошадиных сил, CC-ZB. Поэтому жор масла там от 1.8 отличается, там есть умеренный жор, но он не прогрессирует так особо. Там был 241 тысяча километров пробега, насколько я помню, у ЦЦХи. И он жрал где-то литр 200 на 8 тысяч километров пробега. Поэтому тоже не сильно критично, с этим можно смириться. Ну и топовые версии для фанатов. 2.0 TFSI получается Golf GTI, 235 лошадиных сил. Там и чиповаться уже особо не надо никуда. Но можно до Golf R 4Motion, уже полный привод, ну через муфту Haldex, 270 лошадиных сил. Но это, разумеется, уже все исключительно для фанатов. Ну, уже нужно иметь достаточно средств, чтобы владеть такими автомобилями. Ну и дизеля 1.6 и 2.0 TDI Common Rail'овские. Почему мне еще 6-й Golf нравится? Потому что вот на нем уже все. Осуществился окончательный переход Common Rail. Вот как раз он в 2008 году вышел, в 2012 покинул конвейер, уступил 7-му Гольфу. И на нем вот именно и закрепились, получается, надежные двигатели. Вот 1.4 Саха надежный двигатель, вот дизеля Common Rail'овские. И 1.8, 2.0 достаточно спорно, но 2.0 понадежнее все же будет. Насчет 2-литрового дизеля я рассказывал на своем Passat, есть целый плейлист, я доволен, все хорошо с машиной, никаких серьезных поломок, все нормально. Разумеется, все эти двигатели будут зависеть целиком от состояния, от пробега.
насколько над ними издевались и как их обслуживали. У нас 1.4 CJ-GA. Такой же двигатель 1.4 атмосферный. Такой же двигатель был на Шкоде Фабии 5G, только там был CJ-GB. Отличие: здесь 80 лошадиных сил при 5000 оборотов, там 86 лошадиных сил. Но крутяшка одинаковая. Здесь 132 ньютон-метра крутящего момента и там 132 с 3800 оборотов. Да, не сильно много, это не турбовая, это атмосферы, и они заряжены под низы. И не сказать, что по городу прям тащишься, они тошнотные. Нет, достаточно хороши они. И плюс еще их расскажу на ходу, когда поедем. Преимущество этого двигателя, который мне понравился в сравнении с более объемными, но более старыми двигателями разных марок и моделей. 76,5 на 75,6 поршневая, степень сжатия 10,5, блок алюминий, ГРМ на 2 ремнях. Но, несмотря на то, что блок алюминий, в целом масложорами они не страдают, и они славятся как реально надежные двигатели, хорошие, никаких нареканий нету. Преимущество этого двигателя то, что у него масложора нету, потому что у него пробег 111 тысяч километров, родного пробега. Он покупался, сейчас у него второй владелец, покупался он на 78 тысячах у первого владельца. Поэтому здесь большое количество проблем попросту отсеивается. И не надо путать его с Сахой, Саха 1.4 TSI, как я рассказывал, там чугунный блок на цепном приводе ГРМ. Это не два одинаковых двигателя, просто там турбина, а здесь без турбины. Это разные моторы, ребят. По надежности, ну, свечи, катушки, стандартные проблемы из-за забитого масла приемника, но это уже с возрастом, с пробегом, да, начинают подстукивать гидрики. Поэтому ничего здесь такого, атмосферный хороший двигатель, ничего, каких-то проблем глобальных, недоработок заводских, если только бракованный двигатель завода. А так никаких проблем. 5-ступенчатая механическая коробка передач, были и также 6-ступенчатые здесь устанавливать в зависимости от двигателя. DSG 7, DSG 6, мокрая и сухая DSG 7 DQ200. Уже не надо ее бояться, в 2024 году уже все давно известно, я уже рассказывал и на Супербах, и на Октавия 7, и на 5, уже много автомобилей, где я все рассказал про это. Шкода Yeti, там DQ250 мокрая стояла. Все уже знают эти коробки, уже знают, как с ними бороться. И на Супербе 2 владелец сам перебрал ее и утверждает, сам реально говорит, лучше коробки нет, она экономичная и динамичная, и все хорошо. Надо знать, как обслуживать. Проблема этих коробок, вот, много часто встречаешься с мнением владельцев, то, что нету грамотных мастеров. Но нет грамотных мастеров, зато есть владельцы, люди, которые их ремонтировали и могут вам посоветовать. Поэтому это далеко не новые коробки, они уже даже давно ушли в историю, потому что им уже по 15 лет, научились с ними воевать и их ремонтировать, реанимировать за достаточно бюджетный вариант. Поэтому их бояться попросту не надо. Но их экономичность, это, конечно же, сильная сторона. По багажнику. Ну, багажник как багажник. Стандартный багажник Гольфа, я тоже в литрах не запоминаю, что минимум здесь поместится сабвуфер и примерно 3 сумки сюда влезут. Достаточно глубокий и удобный багажник. В универсале больше, у минивенов еще больше, у крафтера на Спарке еще больше пространства. Так что решайте сами, что вам нужно перевозить и в каких количествах. Но сзади машина смотрится красиво. Несмотря вот на, как я уже сказал, на 6-м Passat мне фонари нравятся эти диодные, но на 5-м Гольфе они не смотрятся, на мой взгляд. Как-то, ну, в дизайне, может, какой-то просчет или что, я не могу понять. Но вот задняя часть и спереди автомобиля, 6-й, мне нравится гораздо больше, чем 5-й. Я не знаю почему. По салону, ну что же, у нас не самая богатая комплектация, потому что не самый мощный двигатель, все пропорционально идет. Но тем не менее, первый плюс, который мне нравится, нет этих чертовых весел. Все стеклоподъемники электронные. И в хорошем, так удобном месте расположены. Реально, так не здесь, в привычном месте, а здесь даже более удобно. Хотелось бы, конечно, камеры заднего вида, автопарковки, панорамная крыша на худой конец, люка. Да, ну, конечно же, мафон, чтобы был по современнее уже там, навигация, все плюшки, все как надо. Bluetooth, там все дела. Но кожаный салон многие любят. Но мне кожа не особо нравится, потому что я люблю велюр. И для меня велюр, либо алькантара, это преимущество. Поэтому отсутствие кожи для меня это плюс.
Но тем не менее, самый необходимый минимум, база, скажем так, базовый уровень здесь сохраняется. Ну, как я уже сказал, нету этих чертовых весел. Есть круиз-контроль, есть климат-контроль, есть парктроники. Поэтому не все так плохо. По большому счету, большинству автомобилистов и не нужны все эти функции слежения за полосой. Хотелось бы, да, там, распознавание ограничений скорости, слежение за усталостью водителя. Но у большинства автомобилей, которые я уже снимал, у людей эти все функции отключены к чертовой матери, что задолбало это все пищать. Но, конечно же, многим это плюс. Особенно слежение за полосой, когда вот я тоже снимал Peugeot 5008, отрывая шурки от руля, машина сама едет в полосе. Конечно же, класс. Более современные плюшки, функции, дело хорошее, но не всегда их можно применить, потому что я сам тестировал автомобиль, у нас было несколько автомобилей с автопарковкой, и система сама нарисовала траекторию и по ней едет. Только пару раз она нарисовала проехать сквозь мой автомобиль. Я тормозился сам в последний момент, потому что машина уверенно шла на таранить мою машину. Я уже по тормозам с 5-6 попытки она красиво заехала. Эта попытка вошла в взор, разумеется, конечно, да. Признаемся уже по-честному, уже время прошло, можно и раскаяться. А в реальных условиях 5-6 раз я не думаю, что у вас будет возможность, особенно когда вы на интенсивном движении и 5 раз будете пытаться с автопарковки заскочить, блин. Какой-нибудь Вася нервный выйдет, все уже будут сигналить, люто, какой-нибудь Вася нервный подойдет, дверь откроет, начнет на вас орать, что не можешь перепарковаться и так далее. Поэтому процент реализации сильно снижается в реальных условиях с этой функцией. Да, но тем не менее, парктроники есть, это уже хорошо. В пространстве уже можно ориентироваться и саму запарковаться. Ну, сиденье мягкое, удобное, с боковой поддержкой. Это не бесформенное сиденье. Здесь очень хорошо и удобно. Конечно, Маффан мог быть с более большим экраном, вот как у меня, допустим, на 6-м, где уже сам экран пошире больше, и уже особенно в летнюю солнечную погоду тяжело будет увидеть, что там парктроник, какие там, сколько примерно вам осталось расстояние до припаркованного там автомобиля другого либо столба. В такой маленький экран тяжело это, конечно, будет увидеть, да. Есть Маффаны тоже старые, эти черно-белые, там с небольшим функционалом, но экран у которых все же побольше. Но по состоянию салона реально, да, видно, что 100 тысяч автомобиль наездил. Руль не затерт, он, да, уже блестит, уже есть коцки на нем. Но, тем не менее, по сиденьям, по салону, в принципе, да, свежо и хорошо. Нету этих царапин уже, знаете, как с пробегом 300 и за 300. Уже все эти мелкие царапины уже потерто, уже блесшие. Ну, уже чувствуется, что износ большой, критичный. Здесь, конечно же, находиться приятно. Не богатая комплектация, но хорошее состояние всего. Можно найти более дорогую комплектацию, конечно, но придется уже сиденье перешивать, пластик тоже. Дверные карты в идеале поменять, если у вас будет что-то поновее. Ну, придется уже машину строить. По-любому, с большим пробегом вы уже не наслаждаетесь, не ездите машину на машине, а строите ее. По месту сзади мягкий удобный диван, мне здесь комфортно. Это, конечно же, преимущество. Хотелось бы чуть-чуть тоже, чтобы придали форму. Центральная часть, чтобы выпирала, ну, чуть-чуть узора. Оно получается как плоское, такое вот самое дешевое, это заметно. Нету подлокотника, это, конечно же, минус. Хотелось бы уже так удобно ехать, так было бы вообще по кайфу. Передний подлокотник тоже не родной, но он, забыл про него сказать, но он из мягких материалов, там спереди, конечно же, удобно, но в комплектации его не было, потому что видно, что он не родной, не заводской. Есть подстаканник, только я не знаю, тут под йогурт пол-литровый, то литровый, я не знаю, или под 1,5-литровую бутылку минералки, но уже подстаканник слишком внушительный. По месту места предостаточно, и здесь, конечно, не в тесноте. Особенно если отодвинуть вперед переднее сиденье, то места вам хватит, даже больше, может, чем в BMW пятерке будет и в автомобилях бизнес-класса. Так что пространством здесь не обижен, и вы здесь прекрасно сможете разместиться, и вам на все про все должно всего хватить. Мой рост 1,76 м примерно, 77, и вот здесь, ну, мне не, вот можно заметно, мне не тесно, здесь все хорошо. Ну что, по ходу
по городу на автомобиле, в принципе, ну, комфортно передвигаться, когда ты уже знаешь его поведение. То есть, когда я уже покатался, я к нему привык. 2-2,5 тысячи на тахометре я ему держу. И, соответственно, в этом диапазоне он бодренький. Так, если ниже 2 стрелка падает, то, конечно, разгоняйте с самого низа. Это очень медленно, это нервно, как в моем случае, поэтому нужно не спать и держать эти обороты. А так, в целом, я с ним подружил. Ну, это ВАГ, конечно, блин, другого не может быть. Конечно, все, общий язык быстро нашли, все нормально. По звуку двигателя я не скажу. Вот B6 справа рядом, как мой, только бензиновый. Вот, и уже это не 188 даже двигатель, 180, 188, где они громко слишком работают, как на аудюхе, это слышно. И то это слышно с улицы, в салоне он гасится и особо его не слышно. Уже на скорости 2-3 передачи. Здесь уже комнорейловские пошли двигатели, 2-литровые дизеля, и они не визжат тоже сильно. То есть 1.4, 2.0 дизель в салоне не особо и слышно, на чем вы едете. То же самое здесь. Вот, поэтому с точки зрения шумоизоляции нужно сравнивать, но на слух одинаково. И там не громко, и там не громко, поэтому все нормально. И по шумке спорный вопрос, потому что здесь еще зимние шины установлены. Тут погода пока играется, то есть на своей ехал у меня лето, здесь зима. То есть если сравнивать с конкурентами, нужно ставить одинаковые шины одного производителя на эти автомобили, шумомером сравнить. Вот тогда, в таком случае, вы честно, справедливо оцените шумоизоляцию там 2 конкурентов или более. Ну а так, достаточно мягкая машина, и по городу действительно на ней бодро и нормально. Здесь нету такого уже, здесь, да, не 2.0 TFSI, не GT, не R, не Golf R, где вы уже там педалью тормоза тормаживаетесь, только потому что он разгоняется на глазах. Да, здесь такого нету, здесь нету там 6 секунд до 100 там, и так далее. Полного привода здесь тоже нету. Ну, на муфте Haldex. Разумеется, это другой гольф, тот для фаната. Здесь именно как городской повседневный автомобиль, и для города он идеально подходит, потому что разгон он не вяло разгоняется, достаточно быстро, то есть в городе нормально хватит. Резко там может обогнать не получится, и то нужно к нему привыкнуть. На оборотах можно, в принципе, резкий маневр сделать, но все равно без турбины подсознательно уже мне, так сказать, боязно немного это сделать, потому что я привык, турбина на бусте идешь, там уже и не думаешь, по-любому тапку в пол он выстрелит. Здесь все равно атмосфера, здесь нужно время. Но так, я уже наловчился к нему. Для города он хорош. И в режиме психа, то, что нравится, в режиме психа 10-11, больше здесь не бывает особо. Даже если город весь зигзагами, такой вот, без прямых, так скажем, негде реализовать всю эту мощность. И расход больше. Светофоры, перекрестки, вся эта вещь. Но, тем не менее, экономично. 95-го 10 литров, 11, это еще нормально терпимо. Но, опять же, кому как. Если вам нужен чуть более быстрый автомобиль, 1.4 Саха, либо 2-литровый дизель, как я и говорил, так я вам и рекомендую. 1.6 дизель тоже неплохо. Тоже неплохо. В том плане, все это еще можно чипануть. Здесь атмосфера, здесь чиповаться некуда. Тупо он будет звенеть, больше орать, громче работать. Смысла нету. Атмосферы нету смысла чиповать. Поэтому, на мой взгляд, вот, если вы медленный, аккуратный такой водитель, не быстрый, хотя она не вялая, я вам скажу. Ладно, нормально. Хорошо. Хорошо. Вот, то 1.4 TSI Саха, 1.6 дизель, 2-литровый дизель. Но этот двигатель очень хорош тем, то что, ну и 1.6 атмосфера, но уже в принципе не сильно на быстрее будет, но и расход тоже не, ну 1.6 тоже можно в принципе, 1.4, вот 1.6, 1.4 Саха, 2-литровый 1.6 дизель.
все, что я бы рассматривал. А дальше уже двухлитровый, как был на Passat CC, это уже для фаната, уже можно чиповаться, да, уже делать из него монстра. Да, но это уже на вкус и цвет, как говорится. И по, кстати, динамике еще я снимал с таким же двигателем, но с другим двигателем, уже Индекс Б. Там был Шкода Фабия 5G, там 86 лошадиных сил, ну крутяшка та же. И там именно я провел эксперимент, здесь я еще не проверял. Пятая передача, 100 км в час, там 2600 на тахометре. То есть это очень хорошо в современном мире, потому что вот машины из 90-х, начала нулевых, там 1.8, 2.0 объемы, но тем не менее тоже пятиступенчатые механические коробки. И сотня там на ровно 3000. То есть если ехать уже быстрее, расход уже будет вне себя. И соответственно неэкономично, и динамикой своей вы рассчитываете за огромный расход топлива. Хотя, казалось бы, и мощность приемлемая, и объем двигателя тоже позволяет. Здесь, я думаю, в этих же пределах будет, правда, она чуть-чуть потяжелее, чем Фабия, но она больше на низы настроена, потому что Фабия, она классом ниже, чем Гольф. Вот, но, тем не менее, разница в массе не такая уже критическая, соответственно, я чувствую, он здесь больше под низы заточен. И здесь тоже где-то 2600-2700 будет сотня на тахометре. Соответственно, и по трассе на нем будет удобно передвигаться. Если вот круиз здесь есть, кстати, если на круиз скинуть его, то, в принципе, 100-120 по трассе, как у нас ограничения, можно спокойно на нем передвигаться. Ну вот и все по ней. Мне очень нравится эта машина. Да, в принципе, весь ВАГ мне нравится, вы об этом прекрасно знаете. Братан, братишка, ну почему ты не на Сахе 1.4, блин? Сейчас мог бы кто-нибудь сказать, ты же дизеля любишь 2.0. Ну, 2.0 мне стоит на Passat, а здесь хотелось бы какое-нибудь разнообразие, чтобы 1.4 на Сахе, блин, это идеальная машина. Это идеальная машина для покупки было бы. 110 тысяч километров пробега, 1.4 на Сахе, чтобы он был, 122 силы. Я 101, самый надежный моторка, я сказал, блин, это была бы шикарная машина, идеально вот на каждый день просто. Ну, на этом все. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты. Классный парень на сегодня был в гостях. Счастливо!